Добрый день, друзья! Я Владимир Козловский. Это канал «Золото, валюта, богатство». Этот ролик – пятая и последняя часть в теме «Золото, доллар, рубль. Как сохранить стоимость, структуру сбережений капитала». Ссылка на предыдущие части, первый, второй, третий и четвертый ролики сейчас на экране и под этим видео его описание. В этом ролике мы с вами немного подкорректируем среднесрочный прогноз золото-доллар и опишем примерно возможную стратегию управления структурой денежных резервов для тех, у кого они пока размещены в долларе. Особенно подчеркну, что пока мы с вами еще не смотрели иные активы, кроме доллара и рубля, и критерии входа в них. Именно поэтому я употребляю термин «денежные резервы», вынося пока за скобки ресурсы, размещенные в активах, отличных от рубля и доллара. Для тех, кто подзабыл или не смотрел наши предыдущие ролики, поясню употребление термина «актив» по отношению к доллару и рублю. В первой, второй, третьей, четвертой частях мы с вами увеличили нашу уверенность в том, что золото на основе истории как минимум сотни раз для доллара и в миллионы раз для рубля было более эффективным средством сохранения стоимости. В первых 4 частях есть ссылки на более ранние ролики, обосновывающие и доказывающие этот факт. Поэтому деньгами, по крайней мере в инвестиционном смысле, как и последние несколько тысяч лет, мы с вами считаем золото. А отклонение от нее – это инвестиции из золота или, в другой терминологии, короткая позиция к золоту. Во второй части мы с вами пришли к выводу, что на май-июнь наша долгосрочная позиция золото-доллар – это нейтральная позиция в золоте плюс 3-5% длинной долгосрочной позиции, открытой за счет долларового кредита. Аналогом термина «длинная позиция в золоте» по отношению к доллару является понятие кредитного плеча в долларе для покупки золота. Технические обоснования и комментарии для нейтральной долгосрочной позиции в золоте к доллару примерно такие же, как и для нейтральной долгосрочной позиции золото-рубль, которые мы с вами подробно разбирали в третьей части. Принципиальных отличий в логике обоснования нет, за исключением ренормировки и временной структуры длинной долгосрочной позиции золото-доллар. Так же, как и золото-рубль, долгосрочная длинная позиция золото-доллар в размере 3-5% является 2,5-летней позицией, около трети которой обладает свойствами 10-летней позиции. Напомню, что размер длинной долгосрочной позиции в 3-5% достаточно условен, поскольку зависит от системы анализа и системы управления риском потерь. Я использую очень консервативный, то есть очень осторожный подход. Дальше для того, чтобы при корректировке прогноза и описании возможной стратегии управления не грузить вас абстрактными цифрами, а смотреть на все наглядно, переходим к графику. Это у нас золото в долларе в месяцах на середину августа 2023 года. Напомню, что, как обычно, все используемые графики есть в публикации на Дзене. Ссылки на эту публикацию под этим роликом в его описании. Как было сказано в предыдущем ролике, критерий закрытия короткой недельной позиции в золоте к доллару, открытой в середине мая по неделям данным, был реализован. И текущая позиция к золоту – это нейтральная позиция, то есть полностью в золоте, плюс долгосрочная длинная позиция, около 5%. В целом, среднесрочный прогноз золото-доллар из второго ролика этой темы от 1 июля я оставляю в силе. Напомню нашу долгосрочную трактовку и то место в ней, которое занимает фрагмент с конца 2022 года, то есть вот отсюда, по настоящее время. Для этого ненадолго перейдем в годы. Как мы с вами определились ранее, с наибольшей вероятностью мы находимся сейчас в формировании большой третьей зеленой волны, стартовавшей в начале 2000-х. То есть вот это. Эта третья формирующаяся зеленая волна помечена цифрой 3.
зелененькой. Вот она. А соответствующие ей первая и вторая волны помечены зелеными цифрами 1 и 2. 1, вот 2. В свою очередь, эта третья волна имеет свою внутреннюю структуру. Волна с начала 2000-х по начало десятых, то есть вот отсюда и по начало десятых, мы сами с наибольшей вероятностью трактовали как первую синюю волну в большой третьей зеленой волне и обозначили ее синенькой цифрой 1. Вот она. Вот это. Фрагмент с начала десятых, вот отсюда, по середину десятых годов, мы трактовали как вторую синюю волну в большой третьей зеленой волне, то есть вот во всей вот этой волне. И обозначили ее средней синенькой цифрой 2. Вот она, эта циферка. На обосновании наибольшей вероятности именно такой разметки я не останавливаюсь. Если подзабыли или не смотрели, гляньте ролики с историей о долгосрочном и долгосрочным прогнозом, с историей и долгосрочным прогнозом золота в долларе. Ссылки на них под этим видео. И, соответственно, движение с середины десятых годов, вот отсюда, по настоящее время, вот этот фрагмент, мы с вами трактуем как формирующуюся третью синюю волну в большой третьей зеленой, то есть вот в этой. То есть вот эта вот третья синяя, это составная часть, то есть внутренняя часть, внутренняя структура третьей зеленой волны. Как вы помните, основной наш долгосрочный прогноз на горизонт нескольких десятилетий – это полет золота к доллару в стратосферу. Именно с этим связана агрессия Вашингтона. Штатам любой ценой необходимо пристроить напечатанные в последние годы доллары в долг всему миру. Иначе полет золота в стратосферу будет быстрым, как гиперзвук. А поскольку миру надоело кормить заокеанских дармоедов-ростовщиков, то пристраивать доллары приходится насильно. И наше СВО в Северном Причерноморье – один из ключевых элементов противодействия этим инсинуациям глуповатых, жадных, но агрессивных заокеанских дармоедов. Третья синяя волна, вот эта вот, еще не достроена и, в свою очередь, имеет свою внутреннюю структуру. Для ее рассмотрения и трактовки возвращаемся обратно в месяцы. Сейчас мы будем с вами смотреть вот этот фрагмент начала третьей синей волны с 2016 года. То есть будем смотреть вот этот фрагмент. Вот этот фрагмент с 2016 года по настоящее время, вот этот вот, который мы трактуем как формирующуюся третью синюю волну в большой третьей зеленой. То есть, это вот третья волна, где-то здесь будет заканчиваться, а третья зеленая, она там дальше где-то, выше и правее. Соответственно, фрагмент с начала 2016 года по 2018 год, то есть вот это место, это первая и вторая внутренние волны в этой третьей синей волне. На графике, чтобы не затемнять, маленькой зеленой единичкой, вот этой, обозначена только первая волна. Вторая волна, цифра не обозначена. Заметьте, что это вторая волна, то есть вот она, раз, два, три, плоская. Поэтому в соответствии с принципом чередования после третьей волны должна была появиться четвертая волна, которая с большей вероятностью должна быть ближе к зигзагу. Вот он, раз, два, три. Ее конфигурация более близка к зигзагу. И временные пропорции этой предполагаемой четвертой маленькой зеленой волны, вот этой, вот циферка, говорят, что с наибольшей вероятностью эта четвертая волна уже завершена в конце 2022 года, то есть вот здесь. Поэтому фрагмент с конца 2022 года, вот этот вот, по настоящее время, с наибольшей вероятностью является начинающейся пятой внутренней волной в третьей синей волне. То есть вот эта вот пятая волна, обозначена циферкой, в третьей синей волне. Соответственно, в свою очередь, фрагмент
с конца 2022 года, то есть вот этот вот, по май 2023, это с наибольшей вероятностью первая волна. В этой, то есть вот эта вот первая волна в этой маленькой зеленой пятой волне. В пользу этого говорит и четкая в неделях и днях пятиволновая импульсная структура движения с конца 2022 года, то есть вот этого, по май 2023. Вот это движение имеет четкую пятиволновую структуру, если смотреть на нее в днях или неделях. Поэтому фрагмент с мая по настоящее время, то есть вот с этого времени по сейчас, вот сюда, в рамках наших рассуждений с наибольшей вероятностью является второй волной для движения с конца 2022 года по май 2023. И поэтому с наибольшей вероятностью эта коррекция не должна опуститься ниже минимума 2022 года, ниже чем вот это место. Опустить золото ниже минимума 2022 года теоретически могут либо втягивание Западом против нас в СВО новых участников, либо безбашенное поднятие ставок ФРС. Но тогда приключится кирдык американскому фондовому рынку и рынку облигаций. А перед выборами демократы, скорее всего, себе это позволить не могут. Но реальные стратегические решения по ставкам, в конце концов, принимают как раз не они, а те банкиры, которые стоят за ними и владеют ФРС. Сейчас в США идет борьба жадности с глупостью, то есть борьба кредиторов с должниками. И желание все обанкротить и прибрать к рукам может перевесить все, даже перед выборами. Особенно, если политическая неопределенность перед выборами станет особенно высокой. Я немного поджал график. В соответствии с нашим долгосрочным и среднесрочным анализом и трактовкой динамики золота к доллару у нас две возможные задачи. Первое. Управление позицией, которая примерно соответствует нашему долгосрочному анализу, то есть состоит из нейтральной позиции полностью в золоте и, может быть, небольшой длинной долгосрочной позиции размером 3-5%. И второе. Управление позицией, которая полностью состоит из долларов США. Подчеркиваю, все, что сейчас будет сказано дальше, это только мое мнение, основывающееся на тех долгосрочном и среднесрочном анализах, которые мы с вами разбирали в предыдущих роликах. Ситуация полностью в золоте и полностью в долларе – это две противоположные крайности. С точки зрения нашего анализа, позиция полностью в золоте плюс небольшая длинная позиция – это фактически нормальная нейтральная долгосрочная позиция в горизонте 1-1,5 года. А позиция полностью в долларе, с нашей точки зрения, это очень большая короткая позиция к тому, что мы понимаем под нейтральной позицией. Напомню, что мы с вами пришли к выводу в предыдущих роликах, что более выгодным нейтральной позицией, то есть позицией в деньгах, считать позицию в золоте. В соответствии с нашим среднесрочным прогнозом, с наибольшей вероятностью мы с вами с мая месяца находимся в коррективной волне, то есть вот примерно с этого времени. Так, вот сейчас сделаем. Примерно вот отсюда, с мая. Она корректирует импульсную волну, развивающуюся с конца 2022 года по май 2023. То есть она корректирует вот эту волну. Мы немного приоткрывались в мае вниз в волне А. Вот здесь вот мы приоткрылись. Вернее, вот здесь мы приоткрывались. И закрылись с копеечной прибылью. И поскольку мы полагаем, что после завершения волны Б, то есть вот этого фрагмента, высока вероятность начала волны С, то наши возможные действия – это повторное открытие короткой позиции по критерию начала формирования волны С. То есть вот это. Этот критерий – это пробой минимум предполагаемой нами волны А. То есть вот этот минимум – это минимум вот этой волны А. Этот критерий был дан в предыдущем ролике. Технический смысл предполагаемого открытия вниз – поэксплуатировать движение предполагаемой волны С. То есть примерно вот этого движения, в область, в которой он там произойдет. Экономический смысл – попробовать немного заработать на локальном падении золота к доллару
и таким образом немного увеличить нашу нейтральную позицию в золоте. Напомню, что короткой позицией мы с вами считаем продажи золота, уменьшающие нейтральную позицию, то есть позицию полностью в золоте, в пользу какой-либо валюты. Критерием закрытия этой короткой позиции и возврата в нейтральную позицию, то есть позицию полностью в золоте, плюс небольшая длинная долгосрочная позиция, является критерий окончания предполагаемой волны С, то есть критерий окончания вот этой волны С. А это либо ее отрицание, то есть пробой максимума предполагаемой волны B, то есть вот это вот у нас волна B, и пробой вот этого максимума – это отрицание формирования волны С. Это уровень 1987 долларов 50 центов по споту. Либо завершение волны С в областях, которые могут предоставить проектировки Фибоначчи, исходя из размеров предполагаемой волны А и Б, то есть исходя вот из этого небольшого зигзага. То есть это 63, 100 и 163% размера предполагаемой волны А. То есть вот этой волны А. Отложенные вот от этого места. Вот отсюда. Я, чтобы не зачернять график, откладывать эти разметки Фибоначчи не буду, а просто назову эти уровни. Это области 1885 долларов. Вот здесь вот она. Плюс-минус 50 долларов. 1820. Плюс-минус 50 долларов. И 1720 плюс-минус 50 долларов. Примерно вот здесь. Тем, кому это интересно, могут проделать построение сами. Отметьте, что все эти зоны консолидации находятся вблизи уровней. Обратите внимание, вот они, эти уровни. Проведенных нами еще в конце 2021 года. То есть они, помимо краткосрочной, имеют еще и долгосрочную трактовку. А это повышает их надежность. В этих зонах можно ожидать консолидации золота к доллару. По типу формирующихся в этих консолидациях фигур и по направлению их разрешения можно принимать решения либо по закрытию короткой позиции и возврата в нейтральную долгосрочную позицию, то есть позицию в золоте плюс небольшая длинная позиция, либо, если это будут фигуры продолжения и они разрешатся пробоем вниз, то можно оставить короткие позиции и, может быть, немного их нарастить в соответствии с собственными критериями рисков. Поскольку максимальный масштаб, в котором идентифицируются волны А, Б и С, это недельный масштаб, то соответствующие фигуры продолжения или разворота волны С, то есть вот этого фрагмента, где-то вот в этих местах, наиболее вероятно будут наблюдаться в дневном или 4-часовом масштабе. Первого уровня 1985 долларов мы достигли. Это примерно вот здесь. Оттолкнулись от него и находимся в пределах зоны плюс-минус 50 долларов. Я полагаю, что этот отскок будет не выше 1935-1940, то есть не выше вот этого места. Там или ниже, в днях или в 4 часовках, возможна консолидация и формирование фигуры. Наиболее вероятно, это будет микрофигура разворота вот этого отскока, который внутри вот этой свечи месячной. Наиболее вероятно, это будет микрофигура разворота вот этого отскока. Можно попробовать открыться в шорт из этой фигуры. Но более надежным является условие продолжения развития волны С. Это пробой минимума недели 21-25 августа 1884,7 по спотовому рынку. То есть вот это место. Я считаю вероятность повторного пробоя этого минимума высокой. Для тех, кто находится в нейтральной позиции, то есть позиция полностью в золоте, и открывался в короткую позицию на пробой минимума июня, то есть вот на пробой вот этого минимума 1892,9, можно попробовать немного добавить, если этот повторный пробой произойдет. Для тех, кто не открывался, можно попробовать немного приоткрыться.
Замечу, что, на мой взгляд, общая короткая позиция, уменьшающая нейтральную позицию полностью в золоте и длинную долгосрочную позицию, не должна быть более 10-15%. Больший размер, на мой взгляд, рискован. Для тех же, кто находится полностью в долларе, я трактую их позицию как очень большую короткую позицию против нейтральной позиции в золоте. Фактически, если вы соглашаетесь с анализом и прогнозом из предыдущих роликов, то это короткая позиция размером в 100%. Что существенно больше той короткой позиции, которая мне кажется позицией с приемлемым риском. Поэтому наращивать короткую позицию, на мой взгляд, слишком рискованно. В случае, если пробой минимума недели 21-25 августа 1884,7, то есть это место, происходит, то следующая зона консолидации 1820 плюс-минус $50. Логика анализа и принятия решений в этой зоне точно такая же, как мы с вами только что рассматривали для зоны 1885 плюс-минус $50, в которой находимся сейчас. То есть анализ фигур консолидации в днях или четырехчасовках и работа на их подтверждение, то есть на их пробоях. На мой взгляд, зона 1820 плюс-минус 50, то есть вот эта вот зона, с высокой вероятностью будет зоной окончания волны С, то есть зона окончания вот этого фрагмента волны С. И, соответственно, зоной завершения всей АБЦ конструкции А, Б, С. Если это произойдет, то в неделях вся вот эта АБЦ конструкция, предположительно здесь, которая закончится, наиболее вероятно сформирует либо флаг, либо треугольник. Это фигуры продолжения предполагаемой нами первой внутренней волны, то есть фигуры продолжения вот этого импульса. Вот от этой пятой маленькой волны. То есть это будет фигурой продолжения, то есть вот эта конструкция А, Б, С, треугольник или флаг, будет фигурой продолжения для вот этого импульса, который является первой волной вот в этой маленькой пятой волне. И похоже, что эта маленькая пятая зеленая волна, то есть вот это вот с продолжением, будет растянута, если все наше построение подтвердится пробоем максимума 2023 и 2020 годов. Наиболее вероятное время завершения волны С, то есть вот этого фрагмента, это примерно период между 11 и 25 сентября. То есть срок удержания короткой позиции может быть относительно небольшим. В случае, если будет пробит вниз минимум 21-25 августа, вот это место, повторное пробитие, 1884,7, наиболее вероятно, что в области 1820 плюс-минус 50 вот здесь, в днях сформируется фигура разворота, и она будет разрешена вверх в период между 11, где-то вот здесь, и 25 сентября. Это будет хорошим поводом для закрытия короткой позиции и возврата в нейтральную долгосрочную позицию. То есть позицию полностью в золоте плюс небольшая длинная долгосрочная позиция. Аналогично для тех, кто сейчас полностью в долларах. Отличие только в одном – в объеме операций. Но исходя из нашей интерпретации, позиция в долларе, как большой короткой позиции к золоту, но исходя из нашей трактовки, позиция в долларе как большой короткой позиции к золоту, для них это будет полный выход из доллара в золото и может быть в небольшую длинную долгосрочную позицию. Помимо трактовки позиции в долларе, как короткой позиции к золоту, ее также можно интерпретировать как инвестицию из золота, то есть из денег, из настоящих экономических денег в доллар. Необходимо сделать предупреждение, и я его делаю. Прежде чем принимать решение, подумайте над тем, правильно ли вы понимаете все то, о чем я говорю. Высокая вероятность падения золота в зону 1820 плюс-минус $50, которая дает технический анализ,
по-видимому, означает, что ФРС в начале сентября опять поднимет ставку. Но поскольку до наиболее вероятного времени окончания всей АБЦ коррекции, вот этой, то есть до 11-25 сентября времени остается мало, то наиболее вероятно, что на движение ниже уровня 1820 просто не хватит времени. Если, конечно, ФРС не поднимет ставку циклопическим образом и золото пролетит уровень 1820 почти не останавливаясь. Но пока вероятность этого низкая. Если критерий окончания волны С, то есть формирование и разрешение фигуры разворота в области 1820 плюс-минус 50 долларов вот здесь, или что менее вероятно в области 1720 плюс-минус 50 долларов, является критерием окончания волны С, то есть вот этого фрагмента, и возврата в нейтральную и небольшую длинную долгосрочную позицию, то разрешение всей фигуры АБЦ, вот это вот АБЦ, как фигура продолжения движения рынка с конца 2022 года, вот этого импульса, по май 2023, может быть поводом для открытия дополнительной среднесрочной длинной позиции после закрытия краткосрочной короткой позиции. Наиболее консервативный такой критерий разрешения этой вероятной фигуры продолжения – это пробой максимума 2022 года, вот здесь вот. Это будет означать увеличение позиции в месячном масштабе. На мой взгляд, размер этого увеличения может быть не более 3-5%. И если этот пробой произойдет, то далее, после этого, может последовать серия критериев кратного увеличения позиций в месячном масштабе. Пробой максимума 2020 года, то есть вот этого, после пробоя максимума 2022 года, очень вероятен. Если он произойдет, то это будет означать увеличение полугодовой позиции. На мой взгляд, не более чем на 2-3%. В этом случае в полугодовых, в полугодиях, как и в месяцах, высока вероятность формирования серии критериев наращивания длинной долгосрочной полугодовой позиции в золоте, но уже кратно больше 2-3%. То есть может начаться обвал доллара к золоту, который будет продолжаться, наиболее вероятно будет продолжаться в течение нескольких лет. Если этот сценарий реализуется, то это будет иллюстрацией развития трех вложенных друг в друга третьих волн. Такая конфигурация может привести к совершенно сумасшедшей динамике девальвации доллара. Менее консервативным увеличением позиции в золоте, то есть более рискованным, может быть ее наращивание по недельным и дневным данным после подтверждения разворота в области 1820 или 1720 и последующая работа в дневном и недельном масштабах на возможных фигурах продолжения движения вверх. То есть разворот и работа с движением вверх по недельным, по дневным данным. В этом случае, поскольку стопы для них ближе, то есть они будут либо вот здесь, естественно, что эти длинные позиции могут быть больше. Но если такой разворот произойдет и будут открыты длинные позиции из дней или недель, то при подходе к области 1950-2000, ну то есть примерно вот сюда вот, 1950-2000, имеет смысл задуматься как минимум о частичной фиксации этих длинных позиций из этого масштаба. Напомню, что при пробое вверх зоны 1260-1290, то есть вот этой вот зоны, небольшая часть этих дневных и недельных позиций приобретет месячный и полугодовой характер. Если возможное падение золота в область 1820 или 1720 наиболее вероятно в наибольшей степени будет отражать возможное поднятие ставок ФРС в начале сентября, то разворот золота вверх из этих областей будет означать дальнейшее ухудшение перспектив долларовой зоны и усиление прогнозов на ее сжатие. Механизм здесь очень простой. Сжатие зоны доллара влечет за собой продажу гособлигаций и закрытие депозитов, и как следствие увеличение агрегатов М1 и М0. А они в свою очередь давят на золото. Напомню, что причиной начала падения доллара к золоту, то есть
роста золота во второй половине 2021 года вот в этом месте. Вот этот рост. Послужило бегство Запада из Афганистана в августе этого года и предупредительный ответ России СВО на провокации Запада в Северном Причерноморье. Наше СВО – это военно-политическое проявление и инструмент увеличения вероятности сжатия долларовой зоны. В феврале-марте, вот здесь вот примерно, наши предупредительные действия развивались достаточно удачно. Но в конце марта, в начале апреля, вот здесь, Запад запретил бандеровцам переговоры и ратификацию согласованных мирных соглашений, о которых говорил наш президент на саммите с африканскими странами. Это вмешательство Запада в конфликт и его втягивание в него в форме санкций и поставок оружия создало предпосылки приостановки разрушения долларовой зоны. Это отразилось в падении золота к доллару. Вот оно. То есть усиление доллара во второй половине 2022 года. Именно это и послужило причиной разворота доллара к рублю в конце 2022 года. Несрабатывание так, как ожидалось западных санкций против России, изменение России отношения к характеру военного конфликта и принятие ею ряда военных мер начало уменьшать шансы Запада на его успех в конфликте с Россией. И, соответственно, опять увеличила вероятность и масштабы возможных разрушений долларовой зоны. Это развернуло золото к доллару вверх в конце 2022 года. Вот оно. И тогда, отягощенный тяжким бременем белый человек начал запинывать аборигенов Северного Причерноморья в контрнаступ. Но он не очень задался, что отразилось в очень неуверенной коррекции золота к доллару с мая по настоящее время. Вот она. Сейчас против доллара работает несколько факторов. Ключевой – наше СВО. Исходя из нашего с вами прогноза динамики золота, в середине-конце сентября, где-то вот здесь, высока вероятность завершения коррекции золота. Это означает, что в этот период велика вероятность начала наступления России и роста вероятности начала обвала бандеровской обороны. Второй, не менее важный фактор – итоги саммита БРИКС. БРИКС расширился, что является косвенным подтверждением растущей поддержки России в мире. Также БРИКС усилил подготовительные процедуры для введения своей валюты. Этот фактор долгосрочный и поэтапный. Прохождение этих этапов будет по кусочкам отрезать хвост у долларовой кошки. Третий фактор – приближение срока принятия предвыборного бюджета в Штатах на фоне роста процентных ставок и усиления предвыборной борьбы. Очевидно, что на динамику и сценарии его принятия, как, впрочем, и на протекание всей предвыборной кампании, огромное влияние будет оказывать ход СВО. Уж коль вы, ребята, когда-то обвинили нас в вмешательстве в ваши выборы, да еще и арестовали наши активы, то теперь мы вмешаемся в них по-настоящему. Но теперь уже на все арестованные бабки. Фактор СВО будет болтать Америку и Европу в предвыборный год не по-детски. А вместе с этим и курсы доллара и евро, и процентные ставки по ним. В случае увеличения вероятности начала обвала бандеровской обороны будет расти желание трясущегося под тяжкой ноши награбленного белого человека запинать в конфликт в Северном Причерноморье Польшу, Прибалтику и Румынию. Это желание белого человека из сада особенно усилится, если золото достигнет области $2000. То есть вот примерно до этой области, если дойдет. Подъем золота в эту зону будет означать резкое увеличение вероятности начала обвала доллара к золоту и всей долларовой системы. Хочу, как и ранее, подчеркнуть, что это не золото движет событиями, оно только отражает состояние валют в отношении их способности сохранять стоимость. Причиной увеличения вероятности масштабной девальвации доллара к золоту является не игра на рынке золота, и не его движение, и не СВО, а та ошибочная технологическая и экономическая политика, которую проводили США и Запад в целом на протяжении последних 60 лет. Результат этих ошибок совершенно материальный, объективный, емкий и долгосрочный. В первую очередь, это чрезмерное смещение акцентов технологического развития в область IT
в ущерб развитию технологий новых источников энергии с более высоким коэффициентом энергоэффективности ROE. Вывоз капитала и индустрии были только неизбежным следствием этого стратегически ошибочного решения. В этих условиях СВО – это не причина нарастающего кризиса Запада, а только попытка России предотвратить желание Запада переложить на нее и на весь остальной мир плату за эту его техноэкономическую стратегическую ошибку. А все эти клоунские ужимки и прыжки с ущербной зеленой энергетикой – это попытки махать кулаками после драки. Ход СВО и постепенная консолидация мира в нежелании платить за стратегические ошибки Запада показывают уменьшение вероятности ограбления Западом всего остального мира, чтобы покрыть издержки своей стратегической ошибки. И золото в данном случае только отражает ход этой борьбы и изменения балансов сил. Механизм ограбления Западом всего остального мира, который он пытается реализовать для компенсации своей стратегической техноэкономической ошибки, чрезвычайно простой – ввергнуть весь мир в череду междоусобных региональных войн и конфликтов и зарабатывать на поставках воюющим сторонам, не давая затихать этим конфликтам. Ключевую роль в этом играет ряд западных транснациональных корпораций, в основном базирующихся в США. Именно этот сценарий Запада имел в виду наш президент, когда говорил о том, что Запад поставил перед собой цель снизить уровень жизни миллиардов людей во всем мире. Мы опять с вами вернулись в годы. Сценарий пробоя золотом вверх максимум 2020 года, то есть вот этого места, это отражение геополитического сценария, при котором растет вероятность девальвации доллара и схлапывания его зоны. Это будет означать, что Западу не удается ввергнуть большую часть остального мира в хаос и взять ее под контроль. Если же золото опустится ниже минимума 2022 года, то есть ниже вот этого места, то это будет следствием увеличения вероятности эскалации и расширения конфликта в Северном Причерноморье. Если при этом золото стабилизируется в зоне не ниже 1400, то есть примерно вот в этом вот месте, то есть не ниже вот этой зоны, то это будет означать, что разворот вверх золота произойдет как минимум не ранее 27-28 года, то есть не раньше вот этого места. Это, соответственно, это будет говорить о том, что наиболее вероятно, что вооруженный конфликт в Северном Причерноморье и, вероятно, в части Восточной Европы продлится как минимум до 2028-2030 годов. Напомню, что цели наших действий, включая и СВО, были озвучены в нашем ультиматуме США и НАТО в конце 2021 года, то есть вот здесь вот. Вот в этом месте. И там в качестве требования была обозначена демилитаризация Восточной Европы в форме отодвигания от наших границ натовских баз на линию 1997 года. То есть, по графику это примерно вот сюда. Вот, там, где они были вот в это время. Плюс сейчас к этому добавилась необходимость вызволения удерживаемых Кощеем в темнице наших резервов. И чем дольше он их там будет в его темнице удерживать, тем длиннее у наших резервов отрастет коса. Поэтому Запад и ведет с нами так отчаянно с помощью своей бандеровской прокладки прокси-войну в Северном Причерноморье. Но, как было замечено еще Бисмарком, русские всегда приходят за своими деньгами. Но за деньгами это в их западно-ростовщической интерпретации. На самом деле не за своими деньгами, а просто за своим. Например, за Крымом. Крым никогда не был территорией бандеровщины. Англосаксы и фашисты уже пытались в него залезть в прошлом и позапрошлом веке, но получилось не очень. Боль у них от этого действия, по всей видимости, подзабылась. А значит, раз они не понимают по-человечески, придется опять обратиться к практике дрессуры и освежить у них условный рефлекс, если не понимают по-другому. Если же золото не застабилизируется выше 1400 долларов, то есть вот здесь вот, выше вот этого места, а пойдет дальше вниз,
и как минимум значимо достигнет области 1200-1300, то есть, ну, примерно вот этой вот зоны или ниже ее, то это будет означать, что становится очень высокая вероятность того, что золото фундаментально не развернется вверх как минимум до конца 40-х годов. Ну, это вот здесь правее на графике. Так вот мы сейчас сделаем. То есть это где-то вот там, в том месте. Это будет означать развитие сценария в золоте, очень похожего на то, как золото вело себя в период 80-х, 90-х. То есть примерно вот на эту зону будет похоже. Примерно вот на такое поведение. Но более масштабного. Длиннее в 1,5–2,5 раза. И, соответственно, вновь приключаться 90-е. Но лет на 20, на 25. И теперь уже для всего мира. Такой сценарий поведения золота к доллару может быть только следствием того, что Западу удастся создать в остальном мире определенное количество ввергнутых в хаос войны регионов, которые вследствие этого и стали донорами ресурсов для поддержания доллара. Примерно так же, как СССР в конце 80-х, а потом Россия в 90-х. Запад просто пытается масштабировать именно эту схему. Регионами дестабилизации могут быть Корейский полуостров, Юго-Восточная Азия, треугольник Индия, Китай, Пакистан, Центральная Азия, Закавказье, Турция, Ближний Восток, Центральная и Западная Африка, Центральная и Южная Америка. Получается, что пока, кроме Запада, почти весь мир. Наверное, именно это имел в виду Боррель, шамкая с похмелья про свой дивный сад. Но еще раз подчеркну, что пока технически в горизонте нескольких лет более вероятен сценарий пробоя вверх максимума 2020 года, то есть вот этот вот сценарий. Это означает, что разгром России бандеровцев и поражение его фашистско-колониальных западных покровителей, как геополитический сценарий, имеет гораздо более высокую вероятность. Отдельно остановлюсь на возможности влияния динамики самого золота на развитие этих двух возможных сценариев. Манипулирование и искусственное подавление золота вниз через игру долларовыми процентными ставками и интервенции на золотом рынке без реальных позитивных процессов в экономике Запада не может кардинально изменить объективное развитие сценария поражения Запада. С точки зрения технического анализа это отражает тот факт, что развивающийся как минимум с конца 60-х годов, то есть примерно вот с этого места, тренд падения доллара имеет под собой совершенно объективные технико-экономические обоснования. В терминах технического анализа такие манипуляции – это попытки игры против долгосрочного тренда. Но затянуть агонию Запада и уничтожить огромное количество ресурсов человечества эти финансовые манипуляции могут. С противоположной стороны, финансовые шаги, идущие в направлении основного тренда, то есть долгосрочного роста золота и процентных ставок на Западе, могут существенно ускорить развитие сценария поражения Запада. И в этом смысле шаг нашего ЦБ по повышению процентной ставки является абсолютно правильным. Несмотря на то, что это краткосрочно оказывает негативное влияние на экономическую активность. Но относиться к этому нужно как к боевым потерям, а не использовать для того, чтобы блажить, преследуя краткосрочные цели борьбы за власть или сиюминутные корыстные коммерческие цели, если не сказать больше, отрабатывать заказ противника. Дело в том, что последние 2-3 недели в Штатах и на Западе, а особенно в Японии и Британии, резко выросла вероятность роста процентных ставок и обвала их гособлигаций. Нашим реальным противником в СВО является Запад. А его валютно-финансовая система – один из ключевых инструментов войны с нами и попыток загнать весь мир в новый фашинизированный колониализм. Поэтому удары по финансовой системе Запада являются такими же боевыми действиями, как и реальные. Если подъем ставки ЦБ будет сопряжен с действиями по увеличению продаж экспортерами доллара через усиление валютного контроля, то это через отрыв динамики доллара к рублю от динамики золота к рублю может привести к серьезной дестабилизации долларовой системы.
то есть к финансовой демилитаризации Запада. В следующем ролике, когда будем смотреть динамику доллар-рубль, мы с вами этот сценарий немного глянем. И здесь не стоит спекулировать тем, что российская экономика слишком мала, чтобы повлиять на всю долларовую систему. Во-первых, это линейное рассуждение. А мы с вами находимся в нелинейном мире. И в нем, как и в реальном противоборстве или реальном бою, своевременный и точный взмах крыльев бабочки может привести к колоссальным последствиям. Именно так, после свержения тогдашними либерастами в феврале 1917 года самодержавия в России, разрушения ими армии и полного банкротства Временного правительства, большевики в октябре 1917 года изменили судьбу всего человечества. Вы, наверное, заметили, что наша позиция преимущественно в золоте. С одной стороны, это следствие того, что мы пока не смотрели с вами другие активы. Но в настоящее время, исходя из текущей динамики рынков, это бы почти не изменило ситуацию. Далее в последующих роликах вы увидите, что она все равно была бы в текущей ситуации примерно такой же. С учетом того, что в нашей с вами трактовке мы полагаем, что реальными и настоящими деньгами в экономическом смысле является золото, то, что мы преимущественно находимся в нейтральной позиции, то есть в золоте, означает, что мы с вами выходим в позицию в деньгах. А это означает, что мы преимущественно начинаем занимать выжидательную позицию для подготовки к инвестициям. То есть это означает, что мы с вами ожидаем более выгодных или более низких цен в золоте. Подчеркиваю, более низких цен именно в золоте. Как вы увидите в последующих роликах, технически эта ситуация больше всего напоминает состояние рынка в конце 20-х или в начале 80-х годов 20 века, но в несколько большем масштабе. Более подробно мы будем говорить об этом, когда будем смотреть другие активы в золоте. Но заметьте, что аналогия возникает именно с теми временами, когда еще существовал золотой стандарт. И золото еще было общепринятыми деньгами. Что делать тем, у кого текущая ситуация и в долларах, и в рублях? Если вы частично согласны с анализом, прогнозом и выводами, сделанными в этом и предыдущих 3 роликах, базой для которых является весь предыдущий материал, то можно порекомендовать раздельное независимое управление долларовой и рублевой позицией, описанными в этом и предыдущих роликах способами. Тем более, что еще раз подчеркну, что решения по позиции золото-рубль и золото-доллар никак не зависят друг от друга и определяются только и исключительно анализом и прогнозом рубля и доллара к золоту. Это независимые процессы. Динамика курса рубль-доллар только психологически кажется более важной. А на самом деле, в силу физико-экономических законов, она является следствием динамики доллара и рубля к золоту. В следующем ролике, поскольку разгорелись страсти вокруг доллара и рубля, я освежу прогноз рубль-доллар. А потом мы с вами начнем строить анализ и прогноз для нефти, газа и других активов. И параллельно с динамикой в долларе мы обязательно отстроим нефть, газ, зерно и другие активы в золоте. Потому что, как вы увидите, только так можно адекватно трактовать происходящие сейчас на рынке события. Американский рынок посмотрим на Dow Jones, потом построим анализ и прогноз нашей американской недвижимости и далее глянем на наш фондовый рынок. Все эти анализы и прогнозы мы с вами сделаем и в золоте, и в валютах. И вы еще больше убедитесь в том, что настоящими деньгами, более адекватно описывающими экономическую действительность, является золото. Для научной чистоты подчеркну, что золото является наиболее качественным и удобным приближением к так называемым интегралам движения. Но для наших практических целей важно, что такой подход дает наибольшие выгоды и является более эффективным с точки зрения практических результатов. Подготовьтесь, там вас ждет очень много неожиданных фактов и открытий, которые очень сильно упростят экономическую картину мира. Коррекции прогнозов будут выходить не хронологически, а тогда, когда этого требует рыночная ситуация. Например, как следующий ролик с обновлением прогноза рубль-доллар. Поэтому, если для вас это важно, то подпишитесь на наш с вами канал, чтобы вовремя посмотреть на мою точку зрения на движение рынков.
Задавайте вопросы и обсуждайте в чате то, о чем мы с вами говорим на канале. Я не гарантирую, что смогу ответить абсолютно на все вопросы. Но в любом случае, ваше обсуждение и вопросы мне очень важны, поскольку позволяют корректировать последовательность и содержание излагаемого материала с учетом наиболее интересующих вас тем. В конце хочу вас предупредить, что все, о чем я говорил в этом ролике и вообще говорил и буду говорить на этом канале, является моей личной точкой зрения и не является ни побуждением вас к действию, ни консалтинговой услугой, ни вообще никакой услугой. Это моя точка зрения, а не истина в последней инстанции. В какой-то мере это и определенная дискуссия, и обмен точками зрения. На этом разрешите пожелать вам ясности, спокойного созерцания мира и попрощаться с вами до следующего ролика. До новых встреч, друзья!